Когда эта собака увидела что-то движущееся под водой, она сразу же бросилась в воду. И когда ее владельцы увидели, что она вытащила из воды, они расплакались. В детстве Сэм не любил домашних животных. У его друзей были собаки и кошки, и, хотя ему нравилось наблюдать за милым общением между ними, он не представлял, чтобы он так хорошо проводил время с домашними животными, как со своими видеоиграми. Но все изменилось, когда родители подарили ему собаку по имени Макс на его 6-й день рождения. И как только он поднял его на руки, его жизнь навсегда изменилась. С каждым днем их любовь росла, и они прекрасно ладили друг с другом. Когда Сэм входил в свою учебную комнату, Макс молчал и тихо сидел в углу, ожидая, пока Сэм закончит учебу, чтобы они могли продолжить играть. Малыш так сильно любил своего пушистого друга, что думал, что тот никогда не умрет, и они всегда будут вместе. Даже когда его друзья теряли своих питомцев, Сэм говорил, что Макс никогда не бросит его. Со временем он преодолел эту мысль, но его чувства к собаке остались прежними. К сожалению, спустя 23 года Макс заболел и умер на руках Сэма. Пока собака переживала свои последние минуты, парень сказал ей: «Все в порядке, ты был хорошим товарищем, теперь ты можешь отдохнуть». После смерти собаки Сэм понял, что у него никогда не было никого, кого он мог бы назвать другом. Он чувствовал себя таким же одиноким, как корабль, плывущий по течению. Говорят, что хорошие вещи в жизни случаются, когда мы меньше всего этого ожидаем, и именно так началась история любви Сэма. Была ужасная ночь, он пошел в бар, чтобы немного расслабиться. Оказавшись там, он увидел девушку, которая, казалось, попала в беду. По ее виду Сэм мог видеть, что девушка, Лора, изо всех сил старается сдержать слезы. Поэтому он решил подойти поближе. Не представившись, он сел рядом с ней и произнес несколько шуток. Хотя Лора пыталась сделать суровое лицо, она была тронута мужеством и чувством юмора Сэма. В конце концов, она рассказала ему, что мужчина, с которым она встречалась, изменил ей с ее лучшей подругой. Сэм поддержал Лору, и у них завязался долгий разговор. В ту ночь он увидел часть себя, которая была похоронена после смерти Макса. Он разговаривал с Лорой так, как будто они были давними друзьями. Он чувствовал себя очень расслабленным и очень счастливым. Довольно скоро у них завязались отношения. И это было все, о чем Сэм когда-либо мечтал. Они часами разговаривали по телефону, помогали друг другу в проектах, связанных с работой. И каждый день парень просыпался, чувствуя себя самым счастливым человеком на планете. Он знал, что может сделать для Лоры все, что угодно, но вскоре он поймет, что в их отношениях не хватает чего-то важного, и это произойдет после того, как он чуть не потерял кого-то, кто ему очень дорог. 6 месяцев спустя Сэм предложил Лоре выйти за него замуж, а 3 месяца спустя они провели свадебную церемонию. Когда пара вернулась из медового месяца, она переехала в дом своей мечты. Это был их маленький рай, и там они веселились и оставляли приятные воспоминания. 3 месяца спустя Лора нашла бездомного щенка возле дома. Когда Сэм увидел это, он не мог поверить своим глазам. Маленькая собачка с растрепанным видом была точно такой же, как Макс. Сэм считал, что Макс вернулся в его жизнь, поэтому также и прозвал их нового друга. Щенок принес много радости в жизнь пары, и они были полны любви к нему. Они не знали, что однажды это животное вернет им их доброту так, как они никогда не могли себе представить. Но однажды, без лишних слов, у пары начались разногласия. А потом ситуация становилась все хуже и хуже. Очень скоро они начали ложиться спать в гневе. Они спорили из-за пустяков. Но главная проблема была в том, что они не решали проблемы сразу.
И именно во время этого испытательного срока Лора обнаружила, что беременна. Сэм старался быть более терпеливым и понимающим, но ситуация и гормональные изменения Лоры заставляли ее искать малейшую возможность спровоцировать Сэма. В какой-то момент пара начала думать, что совершила большую ошибку, связав себя узами брака. Когда пришло время рожать, родилась девочка Люси. Ее появление снова сблизило пару, и на какое-то время воцарились тишина и покой. К сожалению, несколько месяцев спустя, когда Люси начала ползать, споры возобновились. На этот раз речь шла в основном о домашних делах и воспитании девочки. В одно прекрасное утро Сэм, которому уже надоели постоянные споры, спросил свою жену, могут ли они посидеть у бассейна и обсудить проблемы. Сначала разговор шел хорошо, но потом Лора начала чувствовать, что Сэм винит ее во всем. Затем она потеряла самообладание, и то, что должно было быть мирным разговором, переросло в жаркий спор. Они оба встали, тыча пальцем друг другу в лицо и крича друг на друга. В этот момент Макс начал лаять, и, прежде чем они успели что-либо сказать, собака бросилась в бассейн. Пара была поражена. Макс никогда еще так не прыгал в бассейн. Что же с ним случилось? Несколько секунд спустя они увидели, как он вынырнул, но именно то, что он держал в зубах, заставило их жизни пронестись перед глазами. Макс вытаскивал Люси из воды, осторожно держа ее. Не теряя ни секунды, Сэм бросился в бассейн и спас девочку и собаку. К сожалению, вода уже попала в легкие Люси, и она потеряла сознание. Плачущая пара быстро отвезла девочку в больницу. К счастью, врачи стабилизировали ее состояние. Все благодаря Максу, который действовал быстро, прежде чем ситуация вышла из-под контроля. В больничном центре врачи отругали родителей за их беззаботное отношение, которое чуть не стоило жизни их малышки. В итоге пара усвоила урок на собственном горьком опыте. Они знали, что никогда не простили бы себе, если бы с их дочерью случилось что-то фатальное. Сэм понял, что идеальных отношений не бывает и что для того, чтобы брак сложился, оба должны пойти на большие жертвы. Он понял, что прекрасные отношения не падают с неба, а со временем строятся двумя членами пары, готовыми приложить усилия. Лора также поняла, что основой идеальных отношений являются терпение, прощение и самопожертвование. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!